Мы рады приветствовать вас на нашем канале «Правильное питание». Сегодня я говорю о корне, который есть почти в каждом доме, но используется неправильно. Имбирь не просто пряность. Это инструмент воздействия на организм, и я покажу, как именно его нужно применять, чтобы он работал, а не вредил. В документальных исследованиях имбирь рассматривают не как лекарство, а как регулятор. Он не лечит напрямую, он запускает процессы. И первое, что важно понять, имбирь всегда работает через кровь и сосуды, поэтому начинать нужно не с рецепта, а с подготовки организма и правильной дозировки. Когда человек использует имбирь хаотично, в чае, в еде, в порошке, эффект либо нулевой, либо опасный. Я всегда подчеркиваю, имбирь – это активное средство, его нельзя пить на глаз. Для запуска мягкого очищения берется свежий корень, не больше 3 граммов на прием. Первый протокол применения имбиря для улучшения пищеварения. Делать нужно так. Теплая вода, тонкий срез корня, настаивание ровно 7 минут, не кипятить. Такой настой пьется за 20 минут до еды. Он активирует желудочный сок и снимает спазмы, а не раздражает слизистую. Во многих случаях имбирь применяют при воспалениях, но здесь есть ключевой момент. Он не гасит воспаление, а усиливает кровоток, поэтому при скрытых инфекциях его используют курсами: 5 дней приема, 2 дня перерыв. Именно так организм успевает адаптироваться и не перегружается. Отдельно я хочу сказать о суставах. Имбирь используют наружно и внутренне одновременно. Внутрь – слабый настой, наружно – теплый компресс из тертого корня и льняной ткани. Это усиливает микроциркуляцию и снимает утреннюю скованность без агрессивных препаратов. Очень важный момент – имбирь и иммунитет. Его ошибка в том, что его пьют во время болезни. Правильный подход – профилактика. Настой с имбирем, лимонной цедрой и медом принимают утром натощак 3 раза в неделю. Это тренирует иммунный ответ, а не истощает его. Имбирь часто называют средством для похудения, но это упрощение. Он не сжигает жир, он нормализует чувствительность к инсулину. Поэтому его принимают после еды, а не до. Маленький кусочек свежего корня, тщательно разжеванный, снижает скачки сахара в крови. При хронической усталости имбирь используют иначе. Здесь важна комбинация. Настой имбиря, шиповника и корицы пьется днем, но строго до 16:00. Такой состав стимулирует надпочечники мягко, без резкого подъема давления и без последующего энергетического провала. Но есть и то, о чем редко говорят. Имбирь нельзя использовать постоянно. Это не витамин. Максимальный курс — 21 день. Затем обязательный перерыв. Дальше я расскажу схемы длительного применения, противопоказания и самый сильный рецепт, который используют в народной медицине десятилетиями. Теперь я обязана сказать о противопоказаниях, потому что документальный формат не про восторг, а про ответственность. Имбирь нельзя применять при активных кровотечениях, высокой температуре и обострении язвы. Его сила именно в разогреве крови, и если это игнорировать, эффект будет обратным. В народной практике имбирь всегда сочетали с охлаждающим компонентом. Самый простой вариант – мед или ромашка. Это делается не для вкуса, это баланс. Без него имбирь перегружает нервную систему. Именно поэтому многие жалуются на бессонницу после полезного чая. Один из самых старых рецептов применяется для очистки лимфы. Свежий имбирь, теплая вода и несколько капель лимонного сока. Пьют медленно, маленькими глотками, утром. Не ежедневно, а через день. Так запускается мягкий дренаж без резкой нагрузки на почки. При болях в горле имбирь не пьют литрами. Его используют как рассасывающее средство. Тонкий ломтик держат во рту 5-7 минут, без жжения. Это усиливает местный кровоток и помогает слизистой восстановиться естественным путем, а не пересушивает ее.
Есть рецепт, который применяют при холодных руках и ногах. Имбирь, корица и гвоздика. Настой слабый, но регулярный. Он работает не сразу, а накопительно. Через 7-10 дней улучшается периферическое кровообращение. Именно то, чего не дают быстрые стимуляторы. Для женского здоровья имбирь используют особенно аккуратно. Его применяют во второй фазе цикла, в минимальных дозах. Это помогает снизить спазмы и улучшить отток жидкости. Но важно помнить, при беременности имбирь допустим только после консультации со специалистом. Имбирь влияет и на мозг. Он улучшает концентрацию, но только если его не перегружать. Лучший вариант – имбирная вода в первой половине дня, без сахара. Это усиливает приток кислорода и снижает ощущение тумана в голове, особенно при сидячем образе жизни. Самый сильный народный рецепт используют редко, и именно поэтому он работает. Имбирь, чеснок и яблочный уксус. Настой принимают курсом не более 7 дней. Он активирует обмен веществ и очищение сосудов, но требует строгого соблюдения дозировки. Я всегда повторяю, имбирь — это не мода и не тренд, это инструмент. Он работает только тогда, когда его применяют осознанно. Не для вкуса, не для привычки, а для конкретной цели. И именно такой подход дает результат без побочных эффектов. Благодарю вас за то, что досмотрели это видео до конца. Если информация была полезной, поддержите нас лайком, напишите в комментариях, используете ли вы имбирь и как именно, и обязательно подпишитесь на канал «Правильное питание». Здесь мы говорим о здоровье честно и по делу.